Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте обсудим, почему дети вырастают неблагодарными, почему они бросают родителей, которые много для них сделали и очень любили. Давали все, жертвовали собой, заботились. Родителей даже часто обвиняют за то, что они не так воспитали детей, поэтому их дети стали такими неблагодарными. В романе «Тайный заговор» Александр Дюма писал: существуют столь великие услуги, что они могут быть оплачены только неблагодарностью. Его слова и сегодня не теряют актуальность. Не всегда хорошие поступки, которые люди совершают для других, вызывают чувство благодарности. Порой они вообще им не нужны и даже портят жизнь. Желая добра своим детям, мы порой взваливаем на свои плечи непосильные заботы. Мы помогаем, учим, спасаем их, ожидая взамен, если не любви, то хотя бы понимания. Однако нередко, в конечном счете, слышим, что никто нас не просил о помощи, и все это были наши проблемы. Часто бывает так, что вложил в ребенка все свои способности и силы, отдал ему лучшие годы жизни, а ребенок вырос инфантильным, беспомощным, совершенно не приспособленным к реалиям жизни, к тому же злым и неблагодарным. В чем же причина? Когда ребенок получает все, он перестает это ценить. У нашего ребенка будет то, чего мы не имели в детстве, часто говорят родители. Они будто оправдываются за то, что без меры балуют малыша. Стараются дать то, чего сами не имели, когда были маленькими. Кажется, ребенок, который получил все, о чем можно только мечтать, должен быть благодарен им до конца жизни. Но так бывает не всегда. Когда у человека есть все с самого детства, любые игрушки, развлечения, путешествия, он перестает это ценить. Для него это обыденность. Взрослея, он не поблагодарит родителей, а будет требовать еще и еще, потому что воспринимает такую заботу как должное. Вряд ли такой ребенок будет ценить родителей. Удушающая любовь порождает инфантильность. Гиперопека – бич отношений современных родителей и детей. Раньше в многодетных семьях старшие заботились о младших, пока мать с отцом были заняты делами. Сегодня многие не хотят иметь более одного ребенка. И нередко это поздний малыш, родившийся, когда его родителям уже за 40. Над долгожданным чадом даже дышать боятся. Ограждают малыша от всего, ведь окружающий мир так суров и опасен. Разрешают все после любого каприза. Скажет ли такой ребенок спасибо родителям? Едва ли. Результатом гиперопеки является синдром беспомощности. У чрезмерно заласканного ребенка формируются такие качества, как инфантильность, заниженная или завышенная самооценка. Повзрослев, он выходит в социум совершенно не приспособленным к жизни днем. Заботе и состраданию учат с детства. Часто бывает так, что родители трудятся на нескольких работах, чтобы дать ребенку хорошее образование, купить жилье, устроить его в жизни. А неблагодарный наследник даже порой с днем рождения забывает поздравить. Или мать одна поднимает ребенка, не досыпает, не доедает, жертвуя своей личной жизнью, лишь бы у ребенка все было. Если ребенок чувствует одностороннюю заботу, когда удовлетворяют лишь его потребности, он усваивает только эту модель поведения. С возрастом такие дети чаще всего забывают о своих родителях. Престарелые мать и отец ни благодарности, ни внимания от наследника не получают. Ребенок, ради которого родители жертвовали всем, взрослея продолжает требовать того же. Порой случается следующее. Сначала мама экономит на себе, чтобы купить сыну или дочери новую вещь, а в старости она оказывается в доме престарелых лишь потому, что ребенку понадобилась ее квартира. Ей не привыкать к лишениям. Чрезмерное отстаивание детских прав приводит к эгоизму. Защищать права детей нужно, но некоторые родители слишком увлекаются этим
и перегибают палку. В понимании родителя ребенок маленький, у него должно быть детство. Хорошо, если семья может нанять уборщицу, гувернантку, прислугу, которая и постель за малыша заправит, и тарелку в посудомоечную машинку поставит. А если помощников по дому нет, тогда это будут делать родители, бабушки и дедушки. Позиция, когда все вокруг должны, прямой путь к эгоизму. И как бы родители потом не взывали к благодарности, для ребенка будет существовать только он сам, а все вокруг станут его должниками. Дети растут благодарными в семьях, первое, где благодарны своим родителям и показывают это. Да, если вы орете на старших, говорите с матерью пренебрежительно и требовательно, то ждите того же от детей. Если нет благодарности своим родителям, а наоборот есть возмущение их прошлыми прегрешениями и сегодняшней бестолковостью, то у ваших детей не будет благодарности к вам. Недостатки и у вас найдутся, а модель критики тут под рукой. Второе. Где мама и папа благодарны друг другу за то, что они делают. Если в семье считается, что благодарить излишне, все просто выполняют свои дела, то ребенок просто не в курсе, что от него потребуют благодарности. И если мама не говорит папе спасибо за сумки с едой, а папа маме за обед и глаженные рубашки, то ребенок органично не будет говорить спасибо ни за что. Людям нужно учиться говорить в семье вежливые слова, выражать благодарность за то, что кто-то пошел на уступки, за знаки внимания, за деликатность, за поддержку, за бытовые заботы. Если это есть, никакого специального воспитания не нужно, ребенок сам впитает эту среду. Расскажите и покажите, как благодарить за подарок, как выразить особое отношение бабушке за ее заботу, как говорить спасибо папе за подарок и маме за блины, как благодарить за протянутую руку и открытую для вас дверь. Выражайте благодарность и ребенку за хорошие качества, которые он демонстрирует, чуткость, готовность помочь, соблюдение правил, уважение ваших границ. Попробуйте обработать мысль, что все, что вы имеете в жизни, достойно благодарности, даже то, что вы считаете само собой разумеющимся. Невозможно просто прикрутить к ребенку благодарность как опцию, ее можно только органично передать. Нельзя развить благодарность в ребенке, не обладая в полной мере этим свойством. Впоследствии когда-нибудь он может и научиться быть благодарным, но это будет уже без участия родителей. Поэтому основной упор в развитии благодарности ребенка должен быть на себя, на свою способность к благодарности. Резюмируя сказанное, можно сказать, что ребенка воспитывает атмосфера, в которой он живет. Пример родителей формирует жизненные взгляды и ценности ребенка. Чтобы развить в детях благодарность, нужно самим благодарить их, слушать их мнение, учитывать их интересы. Здоровое общение без оскорблений гармонизирует обстановку в доме и помогает детям и родителям услышать друг друга. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.